Ну чё вы там, все еще не можете обновить игру? Ну, может, оно и к лучшему, учитывая, что сегодня Konami окончательно забили на контент. Ибо, судя по всему, продолжают праздновать золотую неделю, которая у них там проходит в стране, и ограничились только одним новым паком и в остальном перевыпусками, в том числе на 250 игроков. И вот, казалось бы, контента в игре немного, тогда какой смысл вообще снимать ролик? Но вы меня знаете, если в игре есть даже малейший контент, я такой возможности не упущу. Ведь помимо того, что появилось сегодня, нас также ожидает контент и на ближайшие дни, на выходные, что интересно, и на начало следующей недели, поэтому давайте все это и обсудим. Чемпионат мира 26 года приближается, а вместе с ним и крутые наборы в eFootball. Но что делать, если монет недостаточно, но в то же время ты не знаешь, где можно их приобрести или где можно пополнить стимовский аккаунт? Не стоит переживать, ведь есть донатов нет. Больше не нужно задумываться о пополнении по адекватным ценам, ведь именно здесь вы сможете пополнить свой Steam аккаунт или приобрести монеты для eFootball Mobile, точно так же, как и пополнить любую другую мобильную игру. Все собрано на одном сайте и с самыми лучшими ценами, и можете быть уверены, что сможете пополнить свой баланс быстро, выгодно и безопасно. Для каждого товара на сайте расписана подробная инструкция по активации, а поддержка всегда готова прийти на помощь с любой проблемой. Также на сайте присутствуют бесплатные ежедневные раздачи. Лутай D-Coin и сразу пополняй любимые игры. При регистрации по моей ссылке ты получишь купон, который даст тебе скидку на первую покупку. Проблемы с пополнением уже в прошлом, ведь с донатов нет, донат есть. Ссылка в описании. Ну, во-первых, с самого глобального, а именно с пака на 250 рыл, Konami не придумали ничего лучше, кроме как вот с того ни с сего впихнуть новогодний пак посреди сегодняшнего оперативного обновления, и поэтому, если вы заглядывались на пак с Месси и компанией, то, в принципе, это та самая возможность снова его покрутить. Справедливости ради стоит отметить, что моделька Месси и в целом вот подобного типа игроков после недавнего обновления игрового процесса действительно ощущается приятно, поэтому как будто бы даже появился лишний резон действительно обратить внимание на этот пак, потому что когда он выходил зимой, Месси и подобные вингеры были не настолько эффективны, как они ощущаются сегодня, поэтому, можете призадуматься, хотя, как по мне, это, чистой воды скам. Команда недели — это полностью пак, состоящий из игроков прошлых наборов. Есть, конечно, интересные варианты, но в то же время стоит учитывать общее количество игроков, присутствующее в этом наборе. Поэтому тоже скам, только уже для фри-ту-плейщиков. И вот, по сути, то немного из числа нового контента, который сегодня появился в игре. Это также набор, который постепенно подводит итоги сезона. После лучших атакующих игроков мы получаем лучших обороняющихся игроков. 2 защитников и 1 голкипер. Джанлуиджи Донарума — это один из самых лучших голкиперов в игре, если мы не учитываем эпических вратарей, потому что эпических вратарей, годных и по цифрам, и по моделькам, достаточно много. Если же рассуждать с точки зрения вот нынешних игроков, актуальных футболистов, то Донарума, если не самый лучший, то наряду с тем же Тибо Куртуа один из лучших. Хакими на правом фланге обороны, казалось бы, также смотрится неплохо, но для правого защитника, которому дали острые навесы, сами цифры паса навесом у него какие-то пососные. Если мы рассуждаем о стандартной прокачке, конечно, всегда можно перекачать его на свой лад, можно сделать то, чего не сделали Konami, но все равно, как по мне, стандартная прокачка — это вот то самое видение разработчиков самой игры, как должен выглядеть тот или иной футболист в той или иной карточке. Поэтому, казалось бы, да, неплохой вариант, но представили его Konami как-то странно, если честно. Ну и по аналогии с прошлым паком, без бигтаймовской карточки не обошлось, и это центрбэк Габриэль из Арсенала. В принципе, вариант неплохой и достаточно интересный. Очередной разрушитель, ростом под 190, с рейтингом 104 пункта при полной прокачке. Среди центрбэков, как мне кажется, у него прям идеальный подбор навыков. Это воздушный форт, опять же, учитывая цифры его роста, цифры прыгучести и игры головой, все это также подкрепляется еще и воздушным
воздушным фортом, который действительно позволяет центрбэкам выпрыгивать чуть выше, чем остальные игроки. Ну и, конечно же, самый такой годный навык для любых защитников, будь то фланговых, обороняющихся или центральных, это, конечно же, дальние перехваты. Учитывая, что сам по себе Габриэль достаточно высокий центрбэк, в принципе, ему это будет только в пользу. Правда, такой ощутимый минус, конечно же, это не самые длинные ноги. Поэтому, как бы и есть длинные перехваты, но и в то же время ноги недостаточно длинные, чтобы прям как-то кошмарить там нападающих соперника. Также при стандартной прокачке какие-то слабоватые цифры скорости и ускорения, поэтому, скорее всего, придется перекачивать. Но в то же время при стандартной прокачке имеются даже цифры пасов. То есть в теории за Габриэля можно начинать атаки из глубины. Но с другой стороны, у нас уже полным-полно достаточно сильных разрушителей, много хороших эпических карточек, которые играют в центре обороны, поэтому, не знаю, кому бы Габриэль мог бы понадобиться. Если только каким-то новичкам, которые решили донатить в игру, и фанатам Арсенала. По сути, то же самое, что и с Бруно Фернандешем. На его позиции присутствует много и сильных, и просто интересных игроков. При неплохой модельке, при высоких цифрах, на аналогичной позиции есть игроки и поинтереснее, скажем так. От контента сегодняшнего переходим к контенту предстоящему, и один из таких это шоутаймовский Антуан Гризман. Как вы все наверняка знаете, в конце этого сезона Гризман у нас отчаливает в МЛС, то есть его европейская карьера подходит к концу. Правда, последний сезон выдался крайне посредственным в плане тех же титулов. Ни Ла Лига, ни Кубок Испании, ни уж тем более Лига Чемпионов. На такой мажорной ноте Гризман отъезжает. Но на самом деле не это главная трагедия этой карточки, потому что, казалось бы, Шоутайм Гризман, центральный нападающий, но со стилем отвлекающий. А вот теперь постарайтесь ответить на вопрос. Как вы думаете, за все то время, что Гризман был в игре, за те 23-24 карточки, которые у него появлялись в рамках eFootball, сколько раз он успел побывать отвлекающим игроком? Ровно 0 карточек у него с аналогичным стилем. Он всегда был атакующим полузащитником в рамках eFootball. Крайне редко его рисовали оттягивающимся форвардом, когда у самой карточки была позиция центрального нападающего. И казалось бы, снова центральный нападающий, но со стилем отвлекающий. С другой же стороны, этот пак должен, по сути, повторять прошлогодний набор с Модричем и Джейми Варди, когда в честь их последних сезонов в составе Реала и в составе Лестера им выкатывали паки на 48 часов, то есть суббота-воскресенье, и в которых было по 50 футболистов, то есть более-менее доступные наборы. И в понедельник мы увидим продолжение подведения итогов сезона. На сей раз это будут уже полузащитники, лучшие полузащитники сезона, и список, хотелось бы сказать, не очевидный, но в принципе справедливый. Это Семеньо, Федерико Вальверде и Элиот Андерсон. Последний, конечно, выбивается из этой тройки, то есть не то, чтобы он тут незаслуженно присутствует, но все же, то есть далеко не самая такая хайповая личность. Семеньо же после своей шоутаймовской карточки, где он был представлен как фланговый нападающий, на этот раз предстанет перед нами в качестве флангового полузащитника со стилем специалист по навесам, поэтому как будто бы уже часть аудитории у этой карточки, она невольно отрезается. Ну и, конечно же, Федерико Вальверде, крайне работоспособный вариант, причем как в реальном футболе, так и в виртуальном. В то же время это не тот игрок, ради которого стоило бы лезть в подобный набор, где, возможно, вам может быть интересен только один Федерико Вальверде.